Всем привет! У нас 14 да, серия по статистике украинцев в Ирландии. Это очень важно. Людей становится больше, но все идет к тому, что все-таки больше людей уже начинает потихоньку уезжать, потому что 109 566 выданных защит осуществила Ирландия за все это время. Но активных PPS-ов не так много, как тут указано. То есть это общее количество, а многие люди уезжают, приезжают, то есть поток людей постоянно движется. Это прекрасный сервис под названием Central Statistic Office. Я снимал про 13-ю, да, серию, то есть статистики вот этого сервиса. И вот вышла 14 серия, да, то есть она была опубликована, она датируется 29 сентября, то есть это статистика от 13 версия вышла 2 июня, получается это у нас, давайте, июнь, июль, август, сентябрь, то есть 4 месяца. Главное различие это в количестве людей, да, которым предоставили защиту. Было 107 406 людей, теперь 109 566 человек. Что это говорит нам? Что за 4 месяца прибыло всего лишь 2000 человек, по 500 в месяц. Много это или мало? Это мало, ребята, потому что в начале, когда началась война, в первый год, в 22-й, сюда приезжало по 500 человек в день. Понимаете, в день, в сутки принимала Ирландия, вот такая была нагрузка. Вот почему поменялась да, работа City West, про это я снимал видео, можете, вот здесь будет подсказочка, что City West уже все работает в другом режиме. А почему? Потому что статистика гласит, что больше людей уже отказываются от защиты, либо просто уезжают. Как вы знаете, неактивный PPS, там нужно либо месяц, либо два отсутствовать, да, то есть не получать, чтобы не было никаких движений по этому PPS, то есть начисление зарплаты, либо начисление каких-то социальных, да, выплат, то есть, значит, PPS мертвый, в смысле, он без движения, значит, человек по факту для Ирландии, он уехал. Может, он как-то незаконно, конечно, что-то здесь мутит, крутит в Ирландии, но по факту это, значит, ну, мертвые два PPS. Его не закрывают, но просто он не активен. И здесь вот есть статистика, да, активных PPS. Сколько же в Ирландии сейчас активных PPS? В статистике за 13 выпуск, да, было 84 тысячи. Сейчас 80 тысяч. Вы понимаете? То есть получается активных людей, которые живут активно в Ирландии, становится украинских беженцев меньше. Люди что делают? Уезжают. Потому что новые правила, конечно, не каждый хочет принимать, не каждому они милы, не каждый хочет жить в этих лагерях, да, получать 38 евро, нужно искать ARP, а вы знаете, что скоро выборы у нас на носу, да, в Ирландии, это, если не ошибаюсь, в конце ноября или в начале декабря будет парламентские выборы, которые многое решат, вот поверьте, когда, если там придут какие-то, ну, правые получат больше голосов, да, наберут больше весу, то понятное дело, что программа ARP будет изменена. Ее не отменят полностью, это понятное дело, потому что защиту продлят по-любому на 26 года. Просто Ирландия все это делает да, дольше, многие страны Евросоюза уже все продлили. Но все изменится, и как только ударится, да, ну, правительство сделает какие-то изменения по ARP, то, конечно, статистика будет просто лететь, знаете куда? В космос, и будет лететь она не потому, что люди будут приезжать, а потому, что люди будут уезжать. Вы понимаете, что многих держит просто программа ARP. Это когда люди просто живут бесплатно у ирландцев в гостях, они могут работать, многие сидят на социале и живут бесплатно. Здесь ничего такого зазорного нету, да, потому что это позволяет правительство, это все разрешено, это все легально, это все доступно, и если человек нашел, то никаких проблем нет. Но когда человеку скажут платить либо искать самому жилье, а здесь огромный кризис жилья, вы понимаете, то человек не сможет найти себе жилье, либо ему предложат такую цену неподъемную просто. И выход какой? Менять страну, либо уезжать обратно в Украину. Другого пути нету. Давайте перейдем к рассмотрению статистики. В начале основные выводы идут, это рассказывается общая статистика о том, сколько людей обратились в Интрео, сколько людей пошли на повышение квалификации, либо на изучение английского языка. То есть
с каким людям это помогло, сколько людей все-таки остались на социале и так далее. То есть все тут мы сейчас это посмотрим. Прям все я озвучивать не буду, потому что каждый может поставить на паузу, прочитать, если вам это нужно. Я буду главные тезисы. Людей стало больше, но по факту это общее количество, вы понимаете, PPS, которые просто, да, из защиты желтых листов, которые выданы на руки. А реальность, она другая. Я сказал, что чуть-чуть больше 80 тысяч сейчас активных украинцев, то есть, да, находятся в Ирландии. Это те люди, которые, я же говорю, либо работают, либо получают социалы. Их PPS активны. Тут мы тоже это пропустим все вот эти моменты мы пропускаем и просто идем к статистике. Таблица, карта, да, это как растет, как росло число прибывших украинских беженцев в Ирландию. Как видите, поначалу статистика была каждый месяц, видите, каждый, и потом прошли что? Просветики, видите. 1 месяц не было статистики, потом уже 2 месяца, потом 3, и пошло-поехало. Это говорит о том, что число украинцев снижается, интерес к этой статистике тоже снижается. Вы же понимаете, эту статистику отправляют в государственные органы. То есть это компания, которая работает на государство. Она собирает всю информацию, всю вот эту статистику, с которой работает уже в government. То есть это не просто люди, да, которые там решили открыть какую-то ошарашкину контору. Нет, это все официально, и это очень серьезная, да, компания, серьезные такие люди, которые собирают информацию по всей Ирландии, связанная, ну, с любыми, да, вещами в Ирландии. Так что вы можете посмотреть не только про украинцев, а в общем про Ирландию. Тут все есть, вы можете зайти, и если вам это интересно, то ознакомиться. Так, таблица выделения PPS, да, защита статуса. Видите, тут у нас есть что? Все национальности, то есть, и другие национальности с защитным статусом. Украинцы, видите, это же вы понимаете, то есть, может быть, муж и жена, вы понимаете, была там, украинец женился на, там, не знаю, там, на каком-то, ну, на жене, у него жена другой национальности, или, либо наоборот, у девушки муж другой национальности. Вы понимаете, семьи не разрываются, они приезжают и мужу либо жене автоматом дают тоже защиту, потому что они в официальном браке. Если они просто шурум-бурум типа гражданский брак, это не прокатит. А вот если у них официально все, и они это сделали в Украине, у них есть подтвержденная бумага и штамп в паспорте, они показали, и мужа либо жену ей автоматически дали эту защиту. И вот таких получается 2058. То есть есть и прохаванные ребята, видите, продуманные, которые бежали, которые вот люди другой национальности, не украинцы, они смогли получить свой тоже желтый лист и жить в Ирландии, работать, получать социальные выплаты, жить в бесплатном жилье временном. То есть все блага те же самые, что и получили украинцы. Здесь карта у нас полностью по всем каунти, по даже городам тут есть, то есть полностью все, видите. Серое это где вот такое, да, беленькое почти, это максимально, где минимальное количество украинцев размещено. Чем ярче, ближе, да, к синему, голубому, да, то это значит там большая концентрация украинских беженцев. Как я вижу, очень много на побережье, да, ну, находится по размещению украинских беженцев. То есть вот Ватерфорд 850, тут что у нас? Керри почти 3000. Здесь у нас что? Даниэл 1500. То есть, и, ну вот вы можете посмотреть для себя, просто ознакомиться с этой статистикой. Дальше у нас таблица, да, по выданным PPS и по именно возрастной категории и по полу. То есть женский, мужской. Но это именно PPS, имеется в виду, что детям не выдают PPS, ну в смысле желтый лист, да, у них тоже есть свой PPS на желтом листе, но по факту это дети как, они же не работают, не платят налоги, там не получают социал, но выдается эти документы всем, то есть и учитываются в статистике все. Самое интересное, что я хотел акцент здесь сделать на этой таблице, в том, что меня поразило, что многие, да, вот эти до сих пор еще остались твердолобые люди, которых там у них 2-3 брони, в 2-3 пальца тупо во лбу, там они такие еще вопросы спрашивают, пишут там на фронт, а как ты выехал, а зачем?
А как ты посмел? Ты должен быть там. Я просто в шоке. Люди до сих пор не понимают, что вы просто посмотрите на статистику, сколько мужчин и женщин, да, просто вот э, смотрим, например, статистика от 30 до 34. Женщин в Ирландии 5500, мужчин 3,5. О чем вы говорите? Ребята, почти вот всего, да, в общем, вот пополам. 66 тысяч женщин и 43 тысячи мужчин. О чем мы говорим? Вы пытаетесь в комментариях мне какие-то претензии тому человеку, который выехал по легальным документам еще в начале марта 22 года? Вы задавайтесь тем, как вот эти вот котики все сейчас выезжают. Вот там вот интересно. Вот там по интересу интересно, понимаете? И мне то пофигу. Я на весь хейт вообще не реагирую. Я, знаете, у меня слишком толстая шкура, да, чтобы кожа, чтобы на это реагировать. Я просто бывает поражаюсь, когда захожу в комментарии, и люди почти скоро 3 года в войне будут, они до сих пор спрашивают, как ты выехал на фронт? Так каждый сам решает, что ему делать в своей жизни. На фронт, либо жить в Ирландии, либо в Америке, либо в Франции, либо пить пиво, либо есть хот-доги, либо работать, не работать. Он сам решит, как распоряжаться своей жизнью. Если кто-то что-то хочет делать, езжайте. Если это упрекает человек, который сюда приехал, там, не знаю, с Польши, с Латвии, Литвы, Эстонии и с остальных, да, стран, я вам могу сказать, так езжайте вы в свою страну и поднимайте там экономику, а не сидите здесь как экономические просто мигранты, беженцы. Вы просто экономические. Вдумайтесь, я приехал сюда, потому что у меня в стране война. И я, не забывайте, из Донецкой области. К моему городу уже осталось всего лишь 20 километров. И там бесконечные обстрелы. Это одно. А вы приехали сюда на заработки, чтобы улучшить свое финансовое положение. Вы бросили свои страны, вдумайтесь, вы бросили свои страны просто и приехали в другую страну и поднимать здесь экономику. Мы все украинцы приехали не от хорошей жизни, а от того, что война, просто война. Вы вдумайтесь, нехорошая жизнь, нереализация в своей стране и война, ракеты, бомбы и разрушенные города и дома и квартиры. Вот это разные вещи. Когда люди такие позволяют себе писать, ну это видно, да, когда пишет человек, который не владеет хорошо русским, либо еще каким-то языком, да, там видно сразу, что там куча ошибок, и само слово, формулировка плохая. Ты понимаешь, что ты пишешь, ты, Вася? Ты уехал со своей страны, просто бросил ее, там экономика уже все разрушена, алкаши одни да бомжи, приехал тут и еще рассказываешь, как мне здесь жить? Приди в себя, алюминиевая голова. Я просто вас прошу, алюминиевые головы. Раздуплитесь, снимите уже в эту шапочку из фольги и поймите, что я лично, например, буду жить, как я хочу. Говорить буду все, что я хочу. Делать, есть, пить, путешествовать, отдыхать. Вообще жить себе в кайф. Я буду это делать. И я сам решу, возвращаться мне в Украину, не возвращаться. Воевать мне, не воевать. Это лично мой выбор. Но всегда при этом я буду за Украину, за ее целостность и за то, чтобы победила, конечно же, Украина. Это не обсуждается, потому что я украинец. Но, понимаете, моя жизнь и мой выбор это безопасность моей семьи и меня лично. Я выбираю такой путь. Это лично мой путь. Кто-то может назвать его ухилян, сыкун, еще кто-то, диванный воин. Там мне все равно. Я выбираю это. Это мой выбор. У меня одна жизнь. И я выбираю так жить. Все. На этом обсуждение закончено. Продолжаем дальше изучать статистику, ребята. PPS тоже по каунте. Все расписано, где сколько людей активных, да, PPS. Я хотел показать просто статистику, где сколько же активных сейчас PPS, чтобы ее просто не пропустить. Я не люблю делать паузы, я записываю всегда все одним кадром. Вот, пожалуйста, 80 860 человек. То есть 109 желтых листов и PPS выдано украинцев в общем за все это время, а активных сейчас в Ирландии 80 860 человек. То есть статистика идет на убывание. Люди уезжают. Я еще раз повторяю, как только программу ARP каким-то образом изменят, а если отменят, так это крах, это страх, это мрак, то здесь останется просто, ну,
слезы, просто слезы, то есть каких-то 10-20 тысяч, я думаю, останется. Остальные не смогут потянуть, потому что многие живут хорошо, сейчас получая минималку, и они работают, ну, на минималку и получают, да, эти 12,70, и просто живут в домах, которые стоят там по 1500, по 1200, чтобы их снимать, да. Сейчас за них платит government, то есть программа IRP, 800 евро. Как только они не облагаются налогом, вот почему кто-то скажет, ну а как так, что он будет дешевле, да. Ну и у него получается то же самое. Потом, если он официально будет сдавать это за 1200, либо 1500, не забываем, что там налог забирается, и на руки у него получается та же сумма, те же 800, только 800 эти у него не облагаются налогом, никто их не видит, это отлично, то есть ему не нужно их нигде учитывать. Ему даже ирландцу так легче сделать, чем вся эта волокита с налогами, платить, этот доход учитывается, то есть все эти проблемы, они сейчас решают с помощью IRP. Это есть, это правда, не будем, да, то есть лукавить и говорить, что все такие добренькие пускают только потому, что там война, нужно приютить. Нет, людям платят за эти деньги, и не маленькие деньги. Умножьте эту сумму на 12, да, например, за год. И не забываем еще раз, с этих денег не платятся налоги, и они нигде не учитываются. Так что это шикарно, роскошно, и люди в прямом смысле обогащаются. Я думаю, что скоро в статистику нужно ввести для ирландцев, кем ты работаешь. Я сдаю жилье по программе IRP, то есть я IRP-шник. Есть айтишник, а здесь в Ирландии будет IRP-шники. Как-то так, то есть 80 тысяч, почти 81 тысяча активных PPS, людей, которые по той или иной мере в Ирландии, они активны. Активность, обратно же повторяю, это социальные выплаты тоже, потому что они начисляются на ваш PPS, они проходят через PPS, и потом к вашему PPS, да, привязан ваш банковский там счет, либо вы привязаны к Анпошту, и все это идет по цепочке, понимаете, то есть главным критерием это ваш PPS. Если он активен, если вы что-то получаете, зарплату либо выплаты, он полностью активен и попадает в вот эту вот статистику, да, активности. Следующий момент, это обратно же, вот видите, уже по активным людям, то есть мужские, женские, мужской, женский пол, старики, то есть все тут, видите, по статистике, по процентных соотношениях, все здесь указано. Обратно меня удивило, что, еще раз повторяю, я думал, что, как утверждается, много выехало женщин и детей, стариков, и бла-бла-бла. Ну, как я вижу, мужиков выехало достаточно, просто в большой, огромной мере. И сейчас статистика только растет. Люди каким-то образом учатся по третьему, второму разу, как-то получают от этих МСЭКов какие-то справки. У него 2 руки, 2 ноги, ходить может, но как-то он переходит границу, как, непонятно. Ладно, это нам непонятно, не будем мы слишком, да, углубляться. Следующий момент, ребята, это, конечно же, кто получает социальные выплаты, ребята. Вот, не социальные выплаты, это у нас IRP программа, сколько людей принимает украинцев, хосты, ребята, и они увеличились по отношению к 13-му, да, выпуску статистики, и увеличился не на, скажу так, на прилично. Было 11 400 хостов, которые приняли украинцев по IRP программе. Сейчас уже 13 700 почти. То есть вы понимаете, да? То есть ирландцы потихоньку втягиваются в этот процесс и все больше и больше реагируют и дают свои помещения, свое жилье украинцам. Но многие не могут понять, что это временно. Эта программа, она уйдет в небытие, она закончится. У нее сейчас есть конечный, да, статус, это конец марта 2025 года. Ясное дело, ее продлят. Но в каком формате продлят? Не забываем, что вначале она была всего лишь 400 евро, всего лишь платили. Подняли до 800, люди стали активнее. Если сейчас людей заставят регистрировать и платить с этих денег налоги, то поверьте, многие ирландцы не захотят с этим заморачиваться, им это нафиг не надо, потому что это лишний головняк и лишние доходы. Люди по-своему здесь крутят, мутят, и не только там, да, приезжие здесь пытаются как-то что-то больше получить от государства. Нет, конечно же, сами ирландцы, многие даже не женятся, живут по 10-15 лет, чтобы в той или иной мере получать какие-то
бенефиты от государства. Это нормально. Если, конечно, их схватят, да, за обман, то, понятно, они вернут деньги, заплатят штраф, но факт остается фактом. Почти 13 700 хостов сейчас принимает украинских беженцев. Это огромное количество людей. Я думаю, это около 30 тысяч в общем, да, людей живет по этой программе. То есть вот, из прибывших Украины принятых 31 тысяча, вот как я и сказал. 31 тысяча 308 человек живет по программе АРП. Ребята, вы вдумайтесь? Из активных 80 тысяч, бляха-муха, 30 тысяч живет по программе АРП. Это я прям немножко, да, видите, я же говорю, я всегда все записываю одним кадром, все с вами вместе изучаю. Это просто, да, это неплохо. Это очень неплохо, я скажу. Мы с первых дней снимаем жилье, так что я не знаю, где наша статистика, сколько же людей, мне интересно, снимают сами. Вот это мне было интересно, но я так и не нашел эту статистику. Если кто-то знает, пишите в комментариях, пожалуйста. Так, следующий момент — это социальное обеспечение. Сколько людей получает социал. Это очень интересно, особенно нашим друзьям, которые тоже говорят по-русски, живут здесь, вокруг нас, в Ирландии. Им очень это, их прям очень режет, как они получают, как они обошли все это. Им все бонусом. Ребята, но временная защита, но потерпите вы еще годик, максимум полтора, и все. Не будет никто получать социальные выплаты просто так. Вот Трамп пришел к власти, он сказал, что вообще закончит скоро войну. Все мы скоро соберемся и уедем, не будем мы вас тут отвлекать, не волнуйтесь. Главное, не волнуйтесь, ребята, нервные клетки не восстанавливаются. А мне что? С меня как с гуся вода, так что мне пофигу вообще. Я как жил, так и живу и кайфую. И оглашаю прекрасную статистику, которая гласит, ребята, что украинцев с каждым месяцем все меньше и меньше получают социальные выплаты. Смотрим, ребята. Сентябрь 19 700, октябрь 16 800. Вы понимаете, да, то есть вот смотрим, вот это понедельно, вы понимаете, понедельно. Вот буквально в августе было 25 100. Понимаете, вот идет же статистика, вы можете смотреть ее своими глазками. Людей уже заставляют идти работать. У нас тут вообще в нашем каунте интересно, многие вот эту работу по программе ТУЗ прикрыли так, как будто они сами ее нашли. И потом, как я узнал, ну, от людей, так они ж по ТУЗу. Я думал, они, говорю, хотят интегрироваться, сами пошли. Ага, конечно. Вот эта статистика, вы же понимаете, да, это называется «ага, конечно». Это тоже правда. Ребята просто Ирландия стала уже подсуетилась и начала всех отправлять по программе ТУЗ и по другой программе, их тут две, да, которые отправляют вас на социальную работу. По факту вы получаете тот же социал, там сколько, на 15 или 20 евро в неделю больше. Подписываете контракт на год, отказаться вы от этого не можете. То есть идете, убираете там парки, скверы, обочины дорог, просто территорию города, монастыри, кладбища, я уже вроде говорил, да, парки. То есть вот все, озера вокруг там, ну, вот, просто вот куда вам сказали, туда и пошел. Пошел, убрал, все. По факту это уборщик, грузчик максимум. То есть вот такая вот обычная социальная работа. И людям деваться некуда, так что в большинстве случаев я реально думал, люди, вау, думаю, и те пошли, и те, думаю, вау, молодцы такие. И все почему-то не на полный рабочий день. Думаю, как? Вообще в Ирландии сложно найти, да, если ты не ирландец, не полный рабочий день. Они не дают, они только своим обычно дают. А потом, оказывается, ребятам пришли письма счастья, и они под звонкие дудки ирландцев в строй стали, пилотки одели как пионеры и погнали, ну, на уборочку, на субботник каждый день. Так что, ребята, вот так вот. Статистика, она хорошая, она идет на снижение, на то все. Но эта статистика не от того, что люди сами это делают, либо захотели. Нет, людей это вынуждает. Они принуждение уехать со страны, потому что не смогли найти жилье. Снизили выплаты. Пошел работать, потому что заставили, вы понимаете. Так что тех, кто реально адекватно сам идет и меняет свою жизнь, не так уж и много. Честно, это тоже без обид, просто
такой у нас менталитет. Пока есть халява, пока дают, живешь, ты будешь максимально высасывать все соки. Никто не двигается, пока есть жареный петух, что в задницу не укусит. Вот это, в принципе, главное, да, что я думал показать вам. Вот эта главная статистика, это, конечно же, социальные выплаты. Всех она будоражит и всех она завлекает, да. Следующий момент это, да, кто работает, кто трудится, ребята, кто трудится. И здесь, конечно же, увеличение пошло, вы понимаете, да, социальные выплаты, снижение. Те, кто получает зарплату, вы же понимаете, здесь входит в статистику и полный рабочий день, и неполный рабочий день. Так что всех учитывают. По факту, те, что не полный рабочий день, они могут получать также еще доплату, да, какой-то социал, либо работающая семья, либо даже программа ТУЗ. Но по факту те же самые выплаты. Так что смотрим за сентябрь 2024 года, ребята. 22 943 человека. Вы понимаете? То есть из 80 тысяч 22, почти 23 тысячи работает в той или иной мере. По программе, полный рабочий день, неполный, но он работает, он что-то зарабатывает. Главное, он делает какой-то вклад. Вклад в общество. А вы понимаете, 23 тысячи это плюс приплюсуйте детей, стариков, там, инвалидов, и получится, что в общей сложности там тех, кто не работает, вот как оно и получается, то есть 16 880 человек, то есть на полном обеспечении от государства тех людей, которые гоняют балду, лежат, ни хрена не делают, которые сидят на шее у гавермента, у правительства Ирландии, из украинцев, из 80 тысяч осталось 16 880. Округлим до 17 тысяч человек. Вот 17 тысяч трутнев осталось в Ирландии. Те, кто полностью зависим от Ирландии, от выплат, да, то есть полностью они питаются, кушают за счет налогов и выплат от Ирландии, от бенефитов. Так что как-то так. Я очень рад, что украинцы идут работать. Хотя с августа, да, было 22 888, а сейчас 22 943. Конечно, прирост не слишком большой, как вы видите, да, но все равно статистика тех, кто идет работать, идет вверх. Это нас радует, это мы одобряем, это мы принимаем. Вот это главное, что я хотел сказать. Я не буду дальше углубляться. Я оставлю ссылочку. Переходите, пожалуйста, ознакомьтесь. И я хочу сказать, что все-таки все больше и больше украинцев остается в Ирландии здравых, понимающих, тех, кто хочет по-настоящему остаться, тех, которые интегрируются, изучают культуру, язык, начинают работать, начинают, да, принимать погоду, принимать те различные нюансы по здравоохранению, по питанию, то есть в прямом смысле потихоньку принимать эту страну по-настоящему и быть полезным, либо полезной этой стране. Вот что немаловажно. А те, кто просто приехал на халяву, получил ее, посидел на курорте, кто год, кто два, и потихоньку начинают они отсюда уезжать и рассеиваться. И самое обидное, что когда что-то начнут еще больше забирать, да, там отменять, забирать, то вот эта желчь, вот это, знаете, вот эти, знаете, такие гнилые люди, которые сейчас хорошо, пока дают, а вот теперь не дают, все плохо, погода плохая, да они ужасные, все плохо, здравоохранения нет, ничего. Я не понимаю таких людей. То есть ты сидел здесь, такой вот плохой человек, редиска, да, поганка, гнида, ел, кушал за налоги ирландцев, а потом, когда у тебя забрали, когда тебе сказали, хватит, все, это не может происходить бесконечно, ты уехал и за спинами, да, их там где-то парафинишь в своих тиктоках, ютубах, либо инстаграмах. Вот этого я не понимаю. Такое притворство, такое вот, какие-то такие вот гнилые люди. Как вообще можно что-то сказать плохого о стране, которая тебя приютила, дала тебе деньги, дала тебе крышу над головой, дала тебе бесплатную медицину, все полностью на блюдечке, понимаешь, на блюдечке, с ковровой дорожкой тебе выложила, тебя подняла, принесла, все за тебя сделала, а потом, когда уже тебе сказали, дружочек, ну ты должен сам
как-то. Две ручки, две ножки, голова, все есть, глазки, ушки. Ну, попытайся сам сходить на курсы, найти работу, как-то начни суетиться, двигаться. Иди даже учись иди. Ну, делай что-то. Ну, хватит ты шляться по этим кафешкам, по этим торговым центрам, эти фоточки, или либо просто лежать на диване, либо просто весь день на рыбалке. Извини, ну у нас же страна не курорта. Чтобы это все было у нас, мы пашем, как папа Карло, мы пашем до 60 лет, если я не ошибаюсь, чтобы получать ту пенсию в Ирландии. А вы приехали такие, хотите, чтобы все сразу вам было, мы вам дадим это, но на время. И тем же инвалидам и пенсионерам тоже, конечно же, приготовиться. Вы ни одного дня не платили здесь взносы. Вам пенсия и инвалидность не положена просто. Когда вы будете гражданами, тогда, возможно, и то это все под вопросом. Так что не нужно обижаться на мои слова, я говорю правду, как она есть. И каждый человек, каждый украинец должен понимать, чтобы здесь зацепиться, здесь остаться, нужно делать какие-то усилия, нужно делать какие-то движения навстречу. Если ты думаешь, что от того, что у тебя просто паспорт Украины, и ты украинец, тебя здесь оставят, то, извините, ты, дружище, очень слишком заблуждаешься. Так что раздупляйтесь, не стесняйтесь, двигайтесь вперед в правильном направлении, и светлое будущее будет у вас не за горами. Я надеюсь, оно у всех у нас будет прекрасным. Так что 14 серию по статистике украинских беженцев в Ирландии мы рассмотрели. Ссылочка в описании. Смотрите, людей стало больше в общем, да, смысле выданных защит, но по факту в самой Ирландии с каждым месяцем становится все меньше и меньше украинских беженцев, потому что люди не тянут эту страну, они ее не понимают, они думали, что изумрудный остров это как остров сокровищ, он всегда будет их осыпать, посыпать этими прекрасными бесплатными социальными евро, но это скоро закончится и потихоньку уже начинает лавочка прикрываться. Всем добра, позитива, хорошего настроения. Всегда на связи, держу в курсе.